Эта история произошла с дальнобойщиком по имени Петр. Каждый день он отправлялся в долгую дорогу, преодолевая сотни километров за рулем своего грузовика. Это была его работа, его страсть и его способ жить. Однажды, в середине длительного пути, Петр решил сделать остановку на одной из трасс, чтобы немного отдохнуть и восстановить силы перед дальней дорогой. Выйдя из кабины грузовика, он потянулся и огляделся по сторонам и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Именно в этот момент, когда Петр наслаждался секундой покоя, он заметил, как к нему, шаг за шагом, приближается рысь. Удивление охватило дальнобойщика, ведь встреча с подобным животным в этих местах была крайне редкой. Рысь была крупной и красивой, но то, что она держала в зубах, вызвало у Петра еще большее удивление. Это был маленький котенок, беззащитный и слабый. Рысь, словно понимая, что малышу нужна помощь, положила его возле Петра и спешно удалилась в лес. Мужчина остался стоять, ошеломленный происходящим. Он склонился к котенку и нежно взял его в руки. Малыш был довольно грязным и испуганным, но его глазки излучали какую-то теплоту и надежду. В душе Петра пробудилось чувство сострадания и ответственности. Понимая, что оставить котенка здесь на трассе было бы неправильно, Петр решил забрать его с собой. Он назвал малыша Мурзиком, и с этого момента их судьбы стали неразрывно связаны. Мурзик стал неотъемлемой частью жизни Петра. Вместе они много путешествовали по стране, вместе они переживали радости и трудности дороги. Маленький котенок превратился в верного спутника и доброго друга. Мурзик был настоящим чудом живой природы. Грациозный и независимый, он привносил в жизнь Петра радость и умиротворение. Даже самые тяжелые и утомительные поездки становились легче, когда Мурзик был рядом. Петр неоднократно задумывался о том, что было бы, если бы он оставил котенка на трассе. Вероятно, Мурзик был бы лишен шанса на выживание, осужден на суровую судьбу, которая неизбежно ожидала его там, в лесу. Однажды, в одной из своих остановок, Петр встретил пару путешественников, которые попросили отвезти их в ближайший город. Мужчина согласился, и весь путь они разговаривали о своих приключениях и судьбах. Один из путешественников, с виду мудрый и опытный, задал Петру вопрос, над которым тот сам никогда не задумывался, что ты делаешь для других. Петр задумался. Он понял, что, спасая Мурзика, он сделал что-то большее, чем просто помощь одному животному. Он дал ему шанс на новую жизнь, полную заботы и любви. Он стал для Мурзика героем, который спас его от одиночества и забвения. «Я забрал с собой котенка, которого нашла рысь на трассе», — ответил Петр, улыбаясь. «Теперь мы неразлучны и радуем друг друга во время долгих и утомительных поездок». Путешественники смотрели на Петра с восхищением. Они поняли, что спасение одной небольшой жизни может принести намного больше пользы, чем мы можем представить. И, возможно, именно этот акт сострадания и любви к Мурзику сделал Петра настоящим героем, которым он и не подозревал, что может быть. С тех пор Петр и Мурзик продолжали свои путешествия, несмотря ни на какие трудности. И каждый раз, когда Петр глядел на своего верного спутника, он не мог не улыбаться и благодарить судьбу за то, что они встретились. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.